told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. В результате моего последнего видео, в котором обсуждались типичные модели поведения Текука, когда они не могут слишком сблизиться и постоянно напоминают себе, что они не одни, я подумала, что было бы интересно собрать все моменты, когда участники сами всячески старались удержать Тэхёна и Чингука от излишнего обнажения. Конечно, это лишь общие ситуации. Я не хочу преувеличивать или завышать ожидания, поскольку буду обсуждать только те случаи, когда участники, по всей видимости, остановили или отвлекли внимание, чтобы помешать Тэхёну и Чингуку продолжить делать то, чего им не следовало говорить или делать. Поэтому прошу вашего уважения и понимания в отношении следующих пунктов, и, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свои личные мнения в комментариях. Теперь, в результате анализа прямой трансляции в предыдущем видео, я хочу вернуться к одному конкретному моменту, а именно к тому, как Чимин принес Чингуку торт в честь его дня рождения и достижения первого места в чартах Billboard в 2020 году. Участники группы ждали, когда Чингук загадает желание единственной свечкой, которую он не смог задуть. И хотя они продолжали подталкивать его и указывать на торт рядом с ним, странность возникла после того, как Тэхён громко сказал, что Чингуку не нужно загадывать еще одно желание, потому что его желание уже исполнилось. Обратите внимание, что Хобби первым отреагировал на это, повернувшись к Тэхёну как раз в тот момент, когда тот многозначительно поднял брови. Юнги был вторым, кто повернулся и отчитал его за неосторожное слово, в то время как Чимин внезапно начал хлопать и снова поздравил Чингука, чтобы разговор не сосредоточился на странном поведении Тэхёна, и все внимание вернулось к дню рождения Чингука. Это еще раз доказывает, что участники всегда готовы защитить Тэхёна и Чингука, когда те слишком откровенничают. Даже в японском фан-клубе в 2020 году участников попросили сказать друг о друге что-нибудь хорошее. Когда настала очередь Чингука, он сказал Тэхёну, что ему нравится его невинность с многозначительной улыбкой на губах. Когда настала очередь Тэхёна завершать сессию, он взял Чингука за руку и признался, что ему нравится родинка под губой Чингука, потому что она его вдохновляет. Чингук в шутку спросил, что он имеет в виду под вдохновением. Тэхён сделал вид, что не понимает и не может объяснить, потому что родинка действительно его вдохновляла. В этот момент Хобби сказал, что это смешно, а Намджун сказал, что им следует двигаться дальше, потому что все становится странным. И снова за шутками стояли именно участники, которые им помогали. В мае 2019 года Тэхён и Чингук провели довольно странную и весьма очевидную прямую трансляцию. Когда Тэхён появился в эфире, первое, что сказал Чингук, было то, что у него очень подтянутое тело. Тэхён посмотрел прямо на него и взял за руку, не понимая, что его ждет Джин. Тэхён упомянул, что тренировался с Чингуком, и хотя Чимин сначала ничего не понял, он позволил разговору развиваться. Затем Чингук вздохнул и снова похвалил тело Тэхёна, даже приблизив камеру к нему. Джин пожаловался на то, что его игнорируют, и Тэхён быстро отпустил его руку, в то время как все продолжали говорить о том, как тяжело ему тренироваться. Затем Чингук подразнил, что Джин и Чимин собирались уйти, а Тэхён просто вошел в комнату. Но причина, по которой я возвращаюсь к этому моменту, который я уже анализировала, заключается в том, что Тэхён начал говорить, что смотрел их прямую трансляцию, одновременно поедая. Джин и Чимин выглядят растерянными, а Тэхён говорит «мы». Чимин спрашивает, ел ли он что-нибудь, на что Тэхён подтверждает, что заказал мясо. Но Джин тут же спрашивает, смотрел ли Тэхён их трансляцию, и Тэхён противоречит сам себе, говоря «нет», понимая, что оговорился. Джин повторил, что Тэхён ранее говорил, что смотрел их, а Чимин, осознав свою ошибку, попытался помочь, сказав, что после окончания прямого эфира Тэхён и Чингук только что закончили тренировку. Но этого было недостаточно, чтобы остановить Джина от постоянных вопросов о том, тренируются ли они вместе. Под давлением момента единственное слово, которое неожиданно вырвалось из уст Чингука, было «свидание», и тут же воцарилась неловкая тишина.
Тэхён начал неловко хлопать в ладоши, Чимин сказал, что им просто нужно уйти, а Чингук еще больше обострил ситуацию, спросив, не стало ли уже неловко. Джин, поняв, что они раскрыли тайну свидания, а не просто тренировки, предложил Чингуку показать свое лицо, чтобы отвлечь фанатов, которые подслушали признание. И хотя Чимин снова попытался помочь, в конечном итоге спасти их от самих себя им не удалось. На Summer Package 2018 Тэхён представил Чингука как своего друга. Шепотом Чингук спросил, действительно ли он просто друг. Тэхён прошептал, не делай этого, но Чингук потребовал, чтобы его представили как следует, с выражением крайнего недовольства на лице. Участники могли лишь неловко смеяться, не в силах сдержать смех, поскольку оба вели себя слишком странно, и смех использовался для отвлечения внимания фанатов. В мае 2022 года во время прямого эфира Бэнгтрон мы наблюдали очень похожую ситуацию. Джин и Хобби сказали, что им не о чем говорить, и Джин упомянул, что они поссорились утром, что создало неловкую ситуацию. Чингук быстро пожал плечами и все отрицал, после чего Тэхён сказал, что они не ссорились, а просто часто вместе кричали друг на друга. Хобби добавил, что именно так и появляются слухи. Сначала Хобби сказал, что они как вода и огонь, а затем разговор перешел к тому, что Тэхён сказал, что ему нужен огонь, а Чингук – вода, поэтому он и был одет в синее. Тогда Тэхён сказал, что именно поэтому ему нужен Чингук рядом. Хобби рассмеялся, как бы понимая, и спросил, не могли бы они ненадолго уединиться. Тэхён признался, что они были у гадалки, и, поняв, что не стоило этого говорить, попытался закончить разговор, сказав, что ему просто нужен огонь. Хобби, похоже, не хотел зацикливаться на этом признании, и Джин вмешался, чтобы переключить внимание на другие вопросы, спасая их от неловкой ситуации. Но помощь старших участников может также заключаться в предупреждениях, как это сделал Хобби, когда Чингук гладил Тэхёна во время пробежки, и Тэхён выглядел совершенно растерянным. Хобби коснулся его груди и указал вперед, задавая вопрос, возвращая их к реальности. В другом прямом эфире 2022 года Чингук сказал, что собирается принять душ, потому что вспотел. Тэхён быстро посмотрел на него и внезапно сказал, что им следует закончить прямой эфир. Чингук запаниковал, поняв это, и сказал, что в этом нет необходимости, что они втроем могут остаться, пока все не закончатся. Хобби рассмеялся, и они попытались снова нормализовать разговор, потому что ситуация становилась неловкой. И хотя это звучит как видео, где Хобби постоянно разоблачает и помогает Тэкуку, я не могла не упомянуть момент, когда Тэхён сказал в прямом эфире Хобби, что у него и Чингука состоялся взрослый разговор. Когда Хобби попытался углубиться в тему, Тэхён выглядел крайне неловко и не знал, что сказать. В конце концов он сказал, что просто говорил о жизни и обычных вещах. Хобби спросил, все ли в порядке, и Тэхён снова изо всех сил пытался подобрать слова, чтобы выпутаться из ситуации, которую сам же и создал. Лучшим вариантом для него было кивнуть и ответить так, чтобы скрыть все, что он не хотел говорить, пока Хобби полностью не сменил тему. Но были и моменты, когда участники не знали, как реагировать на действия Тэхёна и Чингука, и предпочитали оставить все как есть, не комментируя. Один из самых очевидных способов, которыми участники защищали взаимодействие Тэхёна и Чингука, заключался в том, что они позволяли им расслабиться и смеялись над тем, что те говорили. Например, когда Тэхён сказал, что не может жить без Чингука, Чимин расхохотался над его замечанием. Или когда Джин сказал Чингуку, что тот может выбрать кого угодно для поцелуя, Намджун внезапно выкрикнул имя Тэхёна, хотя его там не было, только для того, чтобы сказать, что теперь Тэхён может его поцеловать. Участники рассмеялись, но Чингук смущенно опустил голову и сказал, что предпочитает поцелуи от фанатов, а его нервные движения руками показывали, что он еще не готов. Когда Юнги резко сменил тему, Чингук ответил улыбкой и благодарными хлопками. В ноябре 2021 года во время прямой трансляции, которую начал Тэхён, а затем к нему присоединились Чимин и Чингук, произошла довольно странная ситуация. Чингук на мгновение сделал вид, что смотрит на экран, затем посмотрел на Чимина, а потом на Тэхёна. Наступила напряженная тишина, а Чимин просто смотрел на них, как будто не понимал, что происходит.
когда Чингук больше не мог выдерживать взгляд Тэхёна и понял, что камера все еще снимает, Чимин молча встал, чтобы отвлечь фанатов. Однако, когда Чингук вышел из кадра, чтобы отвлечься, Тэхён и Чимин все еще смотрели на него, а Чимин попросил его остановиться, создав еще более неловкую атмосферу. В мальтийской версии Bon Voyage 3 Тэхён прибыл после нескольких дней разлуки с остальными участниками. Когда он вошел в дом, и Намджун попросил его выбрать одну из 3 комнат без каких-либо подсказок, Чингук начал жестикулировать, чтобы Тэхён в итоге выбрал ту же комнату, что и он. Чингук сказал, что дверь справа – это ванная, поэтому Тэхён мог выбрать из 3 других дверей. Тэхён спросил, в какой комнате есть собственная ванная, и Намджун и Хобби объяснили, что ванная комната на 1-м этаже общая, а в 2 других комнатах отдельные ванные, все еще не давая никаких подсказок. Намджун подшутил над происходящим, Чингук смущенно рассмеялся, поняв, что его поймали, и Тэхён в итоге выбрал свою комнату. Из всех этих ситуаций мы видим, что участники всегда помогают, когда Тэхён и Чингук раскрывают себя. И когда обстоятельства складываются против них, именно тогда мы видим, насколько реальны их отношения и как мало их волнует мнение окружающих. Потому что их отношения всегда выходят за рамки камер.